Всем привет, дорогие друзья и гости канала! Иногда хочется чего-то теплого и не только по вкусу, но и по настроению. Чего-то уютного, светлого и по-настоящему солнечного. Сегодня мы приготовим с вами салат, в котором все именно так. Но главный секрет здесь – это соус. Нежный, необычный, именно он делает вкус по-настоящему особенным. Это салат «Солнечный бархат». Давайте готовить. Подробный список ингредиентов и инструкцию вы найдете под видео в описании. Для начала нам нужно запечь морковь и тыкву. Но так как морковь плотнее по текстуре, мы начинаем именно с нее. 3 крупные моркови нарезаем на 4 части. Выкладываем на противень, смазываем оливковым маслом, слегка солим и посыпаем итальянскими травами. Отправляем в духовку примерно на 15 минут. А пока можно подготовить тыкву. Очищаем ее и нарезаем на небольшие кусочки. Достаем полуготовую морковь и выкладываем рядом тыкву. Слегка смазываем оливковым маслом, посыпаем солью и итальянскими травами. Отправляем в духовку еще примерно на 20 минут, до готовности. Но важно не передержать. Овощи должны остаться мягкими, но при этом держать форму. Тем временем подготавливаем грушу. Очищаем ее от кожуры и сердцевины и нарезаем небольшим кубиком. Затем хорошо сбрызгиваем грушу лимонным соком. Делаем это в несколько приемов. Это добавит легкую кислинку и сохранит свежий вкус и цвет. Из второй половины лимона выжимаем сок, он нам понадобится для соуса. Крупный желтый помидор нарезаем произвольными кусочками. Достаем из духовки наши овощи и будем готовить соус. С нескольких кусочков тыквы и моркови убираем итальянские травы. Они уже отдали свой аромат при запекании, и в соусе нам больше не понадобится. В чашу блендера отправляем грецкие орехи, запеченную морковь и тыкву, оливковое масло, зубчик чеснока, соль, куркуму, немного воды, красную сладкую паприку и лимонный сок. Взбиваем до однородной кремовой массы. Если соус получается слишком густым и блендеру тяжело работать, добавляем немного воды. Количество регулируйте по консистенции. У меня в итоге ушло примерно 60 мл кипяченой воды. В самом конце добавляем творожный сыр и еще раз все тщательно перебиваем. Посмотрите, какой у нас получился солнечный, яркий желтый соус. Необычный, гладкий, кремовый и очень вкусный. Тыкву нарезаем небольшими кубиками и отправляем в салатник.
Из кукурузы сливаем жидкость и тоже добавляем в салат. Морковь нарезаем небольшими кубиками и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем желтый помидор, нарезанный кусочками. Грецкие орехи слегка рубим и тоже добавляем в салат. И вот такая у нас получается солнечная палитра цветов. Поливаем наш салат щедрой порцией солнечного соуса, чтобы он полностью раскрыл вкус каждого ингредиента. Равномерно распределяем соус по салату и аккуратно перемешиваем. Я переложила салат в чистую салатницу. Часть соуса оставила и полила им сверху. Так получается красивее и интереснее по подаче. Сыр фета руками разламываем на небольшие произвольные кусочки. Выкладываем кусочки сыра сверху на салат. И в завершение посыпаем салат грецкими орешками. Вот такая красота у нас получилась. Свежий, яркий и очень необычный по вкусу салат. Как вам салат «Солнечный бархат»? Напишите в комментариях, попробовали бы вы его приготовить и как вам сочетание вкусов. Очень интересно ваше мнение. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. До новых вкусных встреч. Всем пока!